Следующая песня называется «Над обыденным миром».
мир. Я прошу вас, услышьте этой флейты чудесное звучание. Я прошу вас, поймите то, что скрыто завесой молчания. Я прошу вас, испейте нектар этих сладостных книг. Его радостный сок, неизменен таинственный сон. Его лотосный вкус, неизменно святая улыбка. Лунный свет его глаз исцеляет оскорбленных людей. Звуки флейты его, спасение от вечных врагов. Ом намо Бхагавате Васудевая. Новая песня. Вы ее не играли нигде? Макраш тоже не слышал нигде. Я скитался во тьме, безнадежно называется. Или молитва мы еще по-другому называем. Рок-опера. Небольшая. Я скитался во тьме безнадежно, убегая от пустоты. И когда стало жить невозможно, понял я, что есть ты. Этот мир обитель печали и страданиям счета нет. Но это не важно, Господи. Главное,
что ты есть. Пусть речей твоих будет ветер, взгляд очей твоих гонит смерть. В твоем царстве счастливые жители никогда не устанут петь. Люди строят большие машины и стремятся побольше есть, и не знают самого главного, и не знают, что ты есть. И теперь мы идем по свету, мы разносим благую весть, и с улыбкой каждому встречному объявляем, что ты есть. И пускай в нас кидают камни, и пускай нас не любят здесь, это не страшно, Господи. Главное, что ты есть. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Последняя песня называется Bhagavat Gita. Раз, два, три, четыре. Две армии друг перед другом воевали.
Microphone. Who is here first time in such a program? Кто здесь на подобной программе в первый раз? Purve Gaura Chandaya Radhikaya Dadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaura Bhaktavrinda. Не знаю, Арджун. Narayanam Namaskritam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudira Madara Madara Meta Mangala Mangalanam Sikrit Nagamavali Satpalam Chitsurupam Sikadapi Parijitam Shadayala Babrigamada Narayat Karet Krishnama Bhakti Vihina Parada Lakche Chittischa Kamadi Taranga Madhye Kripa Maitvam Saranam Prapadye Brinde Namaste Charanadavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So first of all I offer pranams to our Gurudev, Vishnu Padridandi Swami Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Rupanuga Guru Varga, all devotees, thank you for coming. В первую очередь я предлагаю пранамы моему Гурудеву, Ом Вишнупадж, Приданти с вами Шри Шримад Бхактивиданти Нараяни Госвами Махараджу, всей Рупануга Гуру Варге, а также всем преданным. Спасибо, что пришли. So, first night in Perm. Первый вечер в Перми. Thank you, Singer Griva and band.
Спасибо Симхагриве и его группе. Narad Muni Bhajan. Народу баджан. Нарада Баджан Бенд. Okay, very sweet, very nice. Очень сладостная музыка, очень хорошая. So we're here for 4 nights, Мы здесь на 4 вечера. 3 morning programs also. И также на 3 утренних программы. Okay, so evening programs will be for everyone, but also mostly new people. Вечерние программы будут, конечно же, для всех, но в основном для новых людей. Who by hearing they'll try to understand this philosophy. Слушая, нужно стараться понимать эту философию. What we have not seen, what we have not heard about, we cannot think. То, чего мы не видели, о чем мы не слышали, об этом мы не можем думать. Even what we see in dreams, we must have seen sometime. Даже то, что мы увидели однажды во сне, значит, мы уже имеем этот опыт, мы уже это видели однажды. Of course, in dreams will be mixed. No? Конечно, во снах это все смешивается. Maybe we've seen gold, then another time we see a mountain, night time we dream of a golden mountain. Например, однажды мы увидели золото, в другой раз мы увидели гору, и во сне мы можем увидеть золотую гору. But still, everything we think about, we must have seen or heard about. И все равно, все, о чем мы думаем, наверняка мы это уже видели или слышали. And how we can think about God? No? Так как же мы можем думать о Боге? We have not seen about Him, nor really heard much about Him. Мы его не видели, а также мы не слишком-то много слышали о нем. Okay, so 4 days, 4 nights, we try to speak about Krishna. Поэтому 4 вечера мы будем стараться говорить о Кришне. Just like if I asked you to think about my mother, you could not do because never seen her, never heard about her. Если, например, я попрошу вас подумать о моей маме, вы не сможете, потому что вы никогда ее не видели. So what does Supreme Lord look like? Итак, как Верховный Господь выглядит? Even most people don't even know His name. No? Большинство людей даже не знают его имени. So Krishna's name, form, qualities, pastimes, this cause remembrance in our heart. Имя Кришны, его форма, его качество и игры всегда пребывают. Remembrance. Всегда о них нужно памятовать. Because by the mind one is liberated, by the mind one is put into bondage. Потому что благодаря именно уму кто-то становится освобожденным, и благодаря этому же уму мы связаны с этим миром. Bhagavat Gita Krsna says, mind is best friend or mind is worst enemy. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что ум может быть самым лучшим другом, но также ум может быть самым худшим врагом. Just like kerosene lamp. Точно так же, как керосиновая лампа. If the wick is too long, that causes smoke, the glass becomes black, you cannot see anything. Если огонь слишком, если нить слишком длинная, то Она закоптит это. то она закоптит стекло и ничего не будет видно, света не будет So видно. mind is uncontrolled, no? That mind causes madness, illusion, confusion, bondage. Поэтому если ум не контролируем, если мы не контролируем свой ум, то он является причиной нашей связанности с этим миром и иллюзии. No? And mind is like the wick, no? Just proper, that mind give illumination, mind give illumination, give happiness, give liberation. И точно так же, как фитилек в этой керосиновой лампе, если он правильной длины, правильно настроен, то этот же фитилек, то есть этот же ум становится причиной света и рассеивания невежества в этом мире. So human form of life is the ability to control the mind. Человеческая форма жизни – это возможность контролировать ум. Cat, dog, fish, microbe, crab, no chance. No. Для кошки, собаки, рыбы, микроба, никаких краба, никаких шансов нету. So human form means chance to think of Krishna. Человеческая форма жизни – это шанс, чтобы услышать Кришну, подумать о Кришне. But how we can think about him, we have to hear about him. Но как же нам о нем думать? Нам сначала нужно послушать о нем. So hearing about Krishna also give remembrance about him. Слушание о Кришне также дает и памятование о нем. 3 limbs of devotion most powerful: hearing, chanting, and remembering about him. 3 вида преданного служения наиболее могущественны: слушание, памятование и воспевание его святых имен. So in material life, we're always hearing about material things, seeing material things, and thinking about material things.
Therefore the soul remains attached to this world. В нашем материальном мире мы всегда слышим о материальных вещах, видим материальные вещи и думаем о материальных вещах. Поэтому мы и привязаны так к этому миру. Because in this world, that's all we get to hear, chant and remember about, material things. Потому что в этом мире все, что у нас есть, на что смотреть, о чем слушать и о чем думать, это все материальные вещи. Therefore Raghunath Goswami says material topics like prostitute. Поэтому Рагунат Госвами говорил, что материальные темы подобны проститутке. Okay, what does a prostitute do? Чем она занимается? Takes all your wealth and leave you with nothing. Она забирает у вас все, что есть, все богатство, и оставляет вас ни с чем. So useless topics of this world, steal the intelligence like a prostitute steals wealth. И поэтому бесполезные темы, такие материальные темы, они забирают у нас разум и оставляют нас ни с чем. So a person who wants their own good fortune should try to hear about Krishna. Те люди, которые хотят своей благой удачи, должны стараться слушать о Кришне. Yesterday was the disappearance day of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Вчера был день ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. He was the great spiritual pioneer. He introduced these teachings, means by his mercy these teachings came to the Western world. Он был великим духовным пионером, то есть благодаря ему это учение распространилось по всему Западу. So in 1920 he made a daily spiritual newspaper. В 1920 году он создал ежедневную духовную газету. Someone said, how is it possible to make a daily newspaper Кто-то может about спросить, God? как это возможно сделать ежедневную духовную газету, в которой говорится о Боге. That was called the Nadia Prakash. Ее называли Надя Пракаш. Dainik Nadia Prakash. Дайник Надя. At that time they had no computers, nothing, everything done by hand. В те времена не было никаких компьютеров, и все они писали от руки. So he said, even one small city like Calcutta have 20 or 30 different newspapers. Даже в таком маленьком городке, как Калькутта, было уже 20 или 30 разных газет. So many radio stations. Очень много радиостанций. So the entire material creation is only one little shadowed portion of the entire spiritual. No? The spiritual world like an ocean and the material world just like one drop. И в сравнении с духовным миром, материальный мир подобен всего лишь одной капле в сравнении с океаном. So Krishna is unlimited. So his unlimited names, forms, qualities, activities can fill many, many millions of newspapers. И так как Кришна не ограничен, поэтому его имя, качество, игры, они могут произвести бесконечное количество газет. So Krishna has a spiritual body, У Кришны есть духовное тело, spiritual form. духовная форма. No? God is a person. Господь — это личность. He's not just a white light or an energy. Он не просто какой-то белый свет или энергия. People think he's like air, everywhere but no form, no existence. Люди думают, что он как воздух, но у него нет формы и нет существования. But he has existence. Но у него есть существование. If God has no form, that means he does not exist. Если бы у Бога не было формы, это значило бы, что он не существует. But we cannot understand that form. Но мы не можем понять эту форму. Why? His form is spiritual. Почему? Потому что его образ духовен. Our eyes, ears, nose, taste, sense of taste, touch, these are all material things. А наши уши, глаза, нос, чувство вкуса и так далее, все это материальные чувства. He's beyond the range of the material senses. Он за пределами материального творения. Even the mind intelligence are also material. Даже ум и разум тоже материальны. Therefore, he cannot be reached by the mind or senses. Поэтому его невозможно достичь умом или чувствами. In other words, we have no power to go there by our own intelligence. Другими словами, у нас нет такой силы, чтобы отправиться туда нашими собственными усилиями. But Krishna is very kind, therefore he comes to this world. И поэтому Кришна настолько милостив, что он сам приходит в этот мир. Where's Shamlata? Where's my Bhagavatam? Извините, пожалуйста, я Go and bring my найду Bhagavatam. проблему. She cannot find it. So, Krishna comes to this world. Кришна приходит в этот мир. No? People believe in Jesus, in Muhammad. Люди верят в Иисуса, Мухаммеда. So, people believe God sent them. Люди верят в то, что Он их послал. So the agents of God come to this world. Why not God himself? То есть, если святые мудрецы могут быть посланы Богом, почему Бог не может прийти сам? That is possible. А это возможно? What's your name, sir? Как вас зовут? No. Валера зовут. Валерий. Valery. Валерий. Okay. Is it possible? Это возможно, Валерий? Can God come to Yes. this world? Yes. Господь может прийти в этот мир?
Okay, good. Nothing is impossible for me. For Ничто, him. нет ничего невозможного для него. No, agatana gatana patasya shakti. What is impossible is easily done by him. То, что невозможно, он может легко сделать. Therefore, he possesses the power when he comes to this world to be unaffected by it. И у него есть такая сила, что, несмотря на то, что он приходит в этот материальный мир не оказывает на него никакого эффекта. That is avatar. Это называется аватара. Of course, Krishna is not avatar. He is the source of all avatars. Конечно же, Кришна — это не аватара, он источник всех аватар. So he possesses the potency to come to this material world completely unchanged. И у него есть такая энергия, которая позволяет ему приходить в этот материальный мир абсолютно неизменным. And by hearing about him, we can become attached to him. И слушая о нем, мы сможем стать привязанными к нему. Topics of Krishna have such power. У темы Кришны есть такая сила. Nibriti tasi upagiyamana bhavoshoti manobirama kimutama shloka gunanavana pumsam natarachat maham. These topics of Krishna, medicine for the material disease. Тема о Кришне — это лекарство от болезни материального существования. What is the material disease? А какова эта болезнь? Material attachment. Это материальные привязанности. This material body. Это материальное тело. This is the problem. Это и есть проблема. Material body means material attachment. Материальное тело значит материальные привязанности. You attach to this world, you will suffer. Если мы привязаны к этому миру, мы будем страдать. Why? Because this world is temporary. Почему? Потому что этот мир временен. You attach yourself to something, but one day it leaves you. Вы привязываетесь к чему-то, но однажды оно вас оставляет, покидает. And then you weep, then you cry. И тогда вы плачете и сокрушаетесь. No, Bhagavatam. Don't worry, he will find. So, the green one. Okay, don't worry. So, attachment means suffering. No? Итак, привязанность значит страдание. How we are caught by our own attachments. Как мы можем избавиться от наших собственных привязанностей? So in India, how two animals are caught by their own attachment. В Индии есть такие две знаменитые истории, как животные их ловят их собственные привязанности. Parrot? Это попугай. Hey, what are you doing? Белоснежка, что делаешь? Sit. Садись сюда. Why are you jumping like monkey? Почему прыгаешь как обезьянка? What's so important outside? Что такого важного там снаружи? Nothing. Monkey. Ничего, да? Как обезьянка. Oh, bathroom. Okay. Quickly. Только быстро. Parrot and monkey. Итак, попугай и обезьянка. Both are caught by their own attachment. И того и другого ловит их собственная привязанность. So the monkey especially very greedy. Особенности обезьяны. Она очень жадная. In Vrindavan, many monkeys. В Millions. Вриндаване очень много обезьян. I think they counted 60,000 now. Я думаю, что их там почитали, где-то сейчас 60 тысяч. And always increasing. И их количество только растет. So how they catch the monkey? И как поймать обезьяну? Monkey is very intelligent but also very foolish. Обезьяна в то же самое, она очень разумная, но в то же самое время очень глупая. So the hunter, he puts one pot in the ground Охотник ставит на землю горшок. with a small mouth. Но у этого горшка очень маленькая горловина. Inside he puts chickpeas Вовнутрь он кладет горошек or peanuts. или арахис. So monkey very greedy, when he sees the pot and the peanuts, he not put one hand in because very greedy he put both hands. И когда обезьяна видит этот горошек или арахис, она очень хочет его схватить, но она туда засовывает не одну руку, а сразу две руки. Then he grabs both hands of peanuts like И this. она обоими руками вот так сжимает кулачки, полные арахиса, Then he cannot take his hands out of the pot. но не может уже вытащить свои руки из горшка. Then hunter makes some sound. И тогда охотник хлопает в ладоши. Monkey tries to run, but he cannot run because he's caught. Обезьяна хочет убежать, но не может, потому что она схвачена. So much he screamed at that time. И она очень-очень кричит в это время. The peanuts have got me. О, меня словили эти орехи. The pot has got me. Этот горшок меня поймал. My astrology has got me. Мой астролог меня поймал. Моя I астрология. have many problems. У меня очень много проблем. Help me, someone. Помогите, кто-нибудь.
So the hunter comes and very easily just catches him by the neck and puts him in the cage. И поэтому охотник очень приходит и очень легко берет его за шкварник и кладет в свою клетку. Monkey think the peanuts have got me, the pot has got me, but no, monkey is the cause of his own bondage. Обезьяна думает, что горошек меня поймал или арахис меня поймал, но на самом деле сама обезьяна и является причиной того, что ее поймали. So by his greed, by his attachment, he becomes captured. Из-за своей жадности, из-за своей привязанности ее словили. We are just like that. И мы точно такие же. We are not this body. Мы не являемся этим We are телом. not these senses. Мы не являемся этими чувствами. But because of bewilderment, by the senses attach themselves to the objects of this world, we become bound like the monkey. Но из-за того, что эти чувства привязаны к объектам этого мира, мы связаны с этим миром, как обезьяна связана с горшком. Women, Женщины, men, мужчины, gold, золото, money, wealth, деньги, богатство, reputation, репутация, property, собственность, name and fame. имя и слава. Always we attach ourselves to that which really has nothing to do with us. Мы привязываем себя к тому, что на самом деле не имеет к нам никакого отношения. And then we complain, I have many problems. А потом мы жалуемся, у меня столько проблем. Okay, so attachment is the cause of the monkey's suffering. Итак, привязанность является причиной того, что обезьяна страдает. We are soul, we are not material. Мы души, мы не материальны. We have nothing to do with this world. Нас ничто не связывает с этим миром. Therefore our suffering is all due to our own attachment. И поэтому наше страдание, оно лишь благодаря нашей собственной привязанности. And the other foolish animal is the parrot. И еще одно глупое животное – это попугай. Papagay. So the hunter, he puts a stick on a fulcrum. Охотник, он помещает жердочку. So, and on one end he puts some honey. И на нее он также наносит немного меда. So parrot very greedy for sweet things. А попугай очень любит сладкое. When my children used to put hands in sugar in our hands, many parrots would come and Когда sit мы there. были детьми, мы помещали намазывали ладонь медом, и очень много попугаев тут же слеталось на ладонь. Parrots too much like sugar, honey, these things. Попугаям уж очень нравятся сладости и сахар, и мед. Any parrots in Russia? No. All been eaten. Люди спрашивают, есть какие-то попугаи в России? Нет, всех уже съели. So, parrot likes sweet things too much. Итак, попугаи очень любят сладкое. He goes on the stick to eat the parrot, but the stick swings upside down like that. Он садится на эту палочку для того, чтобы съесть вот эту сладость, но палочка переворачивается. No. And parrot, once he grabs a stick, he not let go. И попугай, он хватается за эту палочку, и она не дает ему улететь. And he afraid to let go. И он также боится улететь. So he's upside down, no, and Yeah. screaming, help me, someone И help он me. висит вот так вверх ногами и кричит, помогите мне, помогите мне. Okay, so what happens? The farmer comes and very easily catches him. И что происходит? Фермер приходит и очень легко ловит его. You know the fruit seller pastime? Shamalata? Вы знаете игру о Fruit seller. торговке фруктами? Try and find it. I can't. Найдите ее, историю о торговке фруктами. So, parrot and monkey both caught by their own attachment. Итак, и обезьяна, и попугай, их обоих словила их собственная привязанность. But our problem is everyone is teaching us that attachment is very good. Attachment is the goal of life. Но наша проблема в том, что все с самого детства учат нас, что привязанность это очень хорошо, это цель нашей жизни. From babyhood we are brainwashed. С самого детства нам промывают мозги. Collect, exploit, enjoy. Собирайте, копите, наслаждайтесь. Okay, so this disease never goes away. И поэтому эта болезнь никогда не покидает нас. Because the nature of lust, no matter how much you have, you want more and more and more. Потому что природа материальная такова, что неважно, сколько у вас есть, вы все равно хотите больше и больше и Like больше. putting oil on fire. То же самое, как лить масло в огонь. Right, Sasha? Paying attention? Саша, No, I just слушайте? Okay, good. It's just testing. No, like oil on fire, no matter how much you put, it burns more and more. Точно так же, как неважно, сколько вы вольете масла в огонь, огонь от этого будет только разгораться. No matter how much money you want, I want more.
И важно, сколько бы вы ни хотели денег, вы все время будете хотеть больше. How many women you want, how much sex life you have, need more and need more. Сколько бы у вас не было половой жизни, вы будете хотеть больше и больше. And that is Western society. Вот это западное общество. Okay. But Bhagavatam, therefore this disease never go. И поэтому эта болезнь никогда не уходит. Arjuna asked in Bhagavad Gita, Josai say Arjuna asked, no? Why is it even though we know something is wrong, still we do? Арджуна спрашивает в Бхагавад-гите, почему, даже если мы знаем, что что-то неправильно, мы все равно это делаем. Everyone knows smoking kills you, smoking gives cancer. Мы все знаем, что курение убивает, курение является причиной раковых заболеваний. Smoking, Tavarish? Курите? Okay, good for you. Очень хорошо. But everyone knows, but still they're doing it. Но все знают и все равно все курят. Cannot stop. Не могут остановиться. Everyone knows alcohol is useless. Все знают, что алкоголь бесполезен. Destroys your own health, Он уничтожает ваше собственное здоровье, destroys your reputation, уничтожает вашу репутацию, destroys your intelligence, уничтожает ваш разум, destroys family life. Everyone knows. семейную жизнь, уничтожает все. But still, И все равно everyone doing it. все пьют. A man knows if I do this activity, I'll go to jail. He cannot check himself. Или, например, человек знает, что если он сделает это, он пойдет в тюрьму, но он не может остановиться. Eating meat? Вы едите мясо? Okay, lucky. Счастливица. Everyone knows this is wrong. Everyone feels. Все знают, что это плохо, все это чувствуют, But still cannot stop. но не могут остановиться. So Arjuna asked the question, someone knows it's wrong, still why he does? И Арджуна спрашивает What is этот вопрос. Все знают, что это плохо, но все равно это делают. Почему? Everyone knows you go to jail. Все знают, что если ты знаешь, если ты своруешь, ты пойдешь в тюрьму. But you go to jail full of people. Full. Но если мы придем в тюрьму, она переполнена людьми. And they're only the ones that were caught. И Only who is caught, they go to jail, but everyone else? И в тюрьме только те, кого удалось поймать, но все остальные, кто ворует. So Arjuna asked, what is that? И Арджуна спросил, что это? Then Arjuna, Krishna answers, it is lust only, Arjuna. И Кришна ответил, Арджуна, это лишь наше вожделение. The eternal enemy of the soul, Это вечный враг души, which burns like fire and never satisfied. который жжет как огонь и никогда не удовлетворен. It covers the true nature of the soul, true knowledge. Он покрывает истинную природу души, истинное знание. How? Как? Krishna gives 3 examples. Кришна дает 3 примера. Like smoke covers fire, Подобно тому, как дым покрывает огонь, dust covers a mirror, пыль покрывает зеркало, and like embryo is covered by the womb. и точно так же, как эмбрион покрыт чревом матери. Means a little bit of lust like a fire and smoke. Точно так же, как если, например, у нас немного вожделения, то это как огонь и дым. Lust means desire to enjoy, Вожделение значит желание наслаждаться, desire to exploit, желание эксплуатировать, attachment to something material. привязанность к чему-то материальному. So fire with smoke you can still cook. Little bit. Если огонь покрыт дымом, мы все равно можем на нем готовить. Fire is functioning but not properly. То есть огонь все еще функционирует, но не надлежащим образом. That means human form of life. Это называется человеческая форма жизни. Easily we can understand soul is there. No? То есть мы очень легко, в человеческой форме жизни мы очень легко можем понять, что есть душа, присутствует Like душа. smoky fire, you can understand fire is there. No? И Yeah. точно так же, как огонь покрытый дымом, мы все равно очень легко можем понять, что огонь есть. So, dust, mirror covered by dust. Следующий пример – это зеркало, покрытое пылью. You can understand mirror is there, but that mirror is not functioning. Мы можем понять, что зеркало есть, но пользоваться им мы уже не можем. Okay. That means animal species. Это соответствует животным. Animals move, talk, Животные передвигаются, разговаривают, Fight. борются, have family life. у них есть семейная жизнь. They feel hot and cold, Они чувствуют жар и холод, hunger, thirst. голод и жажду. But practically speaking, their high intelligence covered like a mirror covered by dust. Но с практической точки зрения их разум покрыт точно так же, как зеркало покрыто I mean, пылью. they cannot understand spiritual life at all. То есть они не могут понять духовную жизнь All совершенно. they know is the body. Все, что они знают, это тело. And worse, like embryo covered by womb. И еще хуже, это пример, когда эмбрион покрыт чревом матери, лоном матери. Anyone pregnant?
Кто-нибудь здесь есть беременный? Okay. Хорошо. Woman has child but cannot understand what is there. Boy, girl, twins. То есть у женщины есть ребенок, но она не может даже понять, кто это, девочка, мальчик или двойняшки. Okay, so this lust or desire to exploit, that is our enemy. Итак, вот это вожделение или желание эксплуатировать этот мир, это наш враг. So what we see now in the world, everyone encouraging that. Very good, more, more, more. И что мы видим в этом мире? Все сейчас настолько лишь воодушевляют. Давай, давай, больше. More Coca-Cola, more Больше Кока-Колы, McDonald's, больше more Макдональдс, sex life. больше половой жизни. No rules. Никаких правил. If it feels good, do it. Если тебе нравится, просто делай. People think this is advancement in society. Люди думают, что это социальное продвижение. But Vedas have another vision. Но в Вед совершенно другое видение. That vision is we are going backwards. Это видение таково, что мы идем в обратную сторону. You are giving up your spiritual identity and embracing the material identity. Вы оставляете свое духовное отождествление и обнимаете материальное So отождествление. Vedas give gradual process. И Веды дают нам постепенный процесс. I think we all have desires У всех у нас есть желания. for sex life, Половой жизни, family life, семейной жизни, eating and sleeping. есть и спать. We cannot stop that immediately. Мы не можем вот так взять и покончить с ними. So Vedas give process gradually how to fulfill your desire in a way by which you are not degraded. И Веды дают такой процесс, который позволяет нам, давая удовлетворить эти желания, постепенно освободиться от этих же желаний. And we should not be like animals, Мы не должны быть как животные, unrestricted. не регулировать свою жизнь. We should be not like dogs. Мы не должны быть как собаки. At least we should be registered dogs. По крайней мере, мы должны быть зарегистрированными собаками. I am dog is true, but I want to be controlled. I want Да, to я regulate собака, myself. это правда, но я хочу, я хочу контролировать свою жизнь, я хочу, чтобы меня контролировали. So Veda is the system coming from Supreme Lord Himself. Итак, Веда — это система, которая исходит из самого Верховного Господа. Chatovana maya srishtam guna karma vibhagasa, Krishna says. Кришна говорит. The Vedas give us a system which is good for the individual and good for society also. Веды дают нам систему, которая хороша как для индивидуального человека, так и для всего общества. How the individual can advance according to his natural proclivities, his natural tendency. Как человек, how the individual can... Progress according to his own natural abilities. Как человек может прогрессировать в соответствии со своими естественными наклонностями Like природными. Mekhala, how good singer. Например, Мекала очень хорошо поет. Should I make her into a truck driver? Нужно ли мне сажать ее на трактор? That would not be intelligent. Нет, это было бы неразумно. So individuals in this world have four natures, У людей в этом мире 4 природы. according to their desire, according to their acquired nature. В соответствии со своей приобретенной природой. So the Vedas give a system how working according to your own taste, your own nature, one can still achieve perfection. И Веды дают систему, как в соответствии со своей собственной природой, со своими собственными склонностями достичь совершенства. That is four varnas. Это 4 варны. And also society should also advance. И также общество тоже должно продвигаться. Four ashrams. 4 ашрамы. These four varnas and four ashrams, how anyone in any position can gradually achieve spiritual perfection. Вот эта система 4 варн и ашрамов, она о том, как любой в любом положении может постепенно начать продвигаться в духовной жизни. He fulfill his desires. Он удовлетворяет свои желания. And at the end of the process, he come out naturally detached. И в конце процесса он выходит из него абсолютно естественно, не привязанным к этому миру. Like a fruit. Как фрукт. Mango. Например, манго. No mangoes here either. В России нет манго. So, when mango is ripe, automatically he falls. Когда манго достаточно спелое, оно само собой падает с дерева. Nothing unnatural there. В этом нет ничего неестественного. So all human beings should come under this training. И поэтому все люди должны пройти эту тренировку. But now we see lack of that training. Но мы сейчас видим недостаток такой тренировки. Old men, what they're doing? Чем занимаются старые люди? Playing chess, watching television.
Они играют в шахматы, смотрят телевизор, going to Thailand ездят в Таиланд for unmentionable activities. для, чтобы заниматься тем, о чем мы не говорим здесь. Old age, because they not follow the proper system. In old age, they're like children. А женщины, когда нет правильной социальной системы, а женщины к преклонному возрасту, они как дети. They fail to control their mind and senses. Они их полностью контролируют их ум и чувства. No, therefore, the time of death, where they go, very bad place, very И bad поэтому в момент destination. смерти куда они отправятся? Очень плохие места. This life they lose, and next life they also Они lose. теряют как эту жизнь, так и следующую жизнь. So, Vedic system is gradually how the soul become free from material attachment and develop spiritual attachment. Итак, ведическая система, она о том, как человек постепенно может оставить свои материальные привязанности и возрастить свои духовные привязанности. Huh? Возрастить. Okay, so therefore problem comes when we speak these things, many people become afraid. What? Give up material attachment? That is impossible. I'm not ready for that. Но проблема в том, что What когда happiness мы could be in начинаем that? об этом говорить, многие люди пугаются, что нужно оставить свои материальные привязанности. Нет, я к этому не готов. Ready, Sasha? Саша, готов? No more material enjoyment for Больше you. никаких Finished. материальных удовольствий для тебя. Все с А? этим покончено. Even blessing is there, it won't work. No? Даже если бы я вас благословил, вы бы не захотели над собой работать. Because someone has to be able to take the blessing. Потому что нужно что-то, чтобы принять это благословение. Man has pot full of holes, fill my pot full of nectar. That is not possible. Если у человека тарелка полная дырок, и он просит, пожалуйста, наполните ее нектаром, то какой в этом смысл? Okay, so that Vedic process culminates in hearing of topics of Krishna. Этот ведический процесс, он соответствует, он говорит о том, что нужно слушать темы о Кришне. Okay, so topics of Krishna are very attractive. Темы о Кришне очень привлекательны. They have so much power. В них столько могущества. Inside topics of Krishna is Krishna's full potency. Внутри тем рассказов о Кришне полностью содержится его энергия. How it is there, we cannot see because transcendental. Как это возможно, мы не можем понять, потому что это трансцендентно. Even medicine, no? Даже лекарства. We get the pill. Мы принимаем таблетку. What is there, how it works, ничего не Как знаем. она работает, ничего не знаем. But you take, that disease will go. Но если мы принимаем таблетку, болезнь уходит. Now we're making so much advancement in medicine. No? Сейчас мы очень сильно продвинулись в медицине. You can get new eye, Можно получить новый глаз, new heart, новое сердце, new lungs, everything. новые легкие, New kidney. новые почки. No. But you say to the doctor, can you clean my brain? Can you clean my mind? Clean my heart? Но если вы попросите доктора, пожалуйста, прочистите мне мозги, очистите мое сердце, очистите мой ум. Doctor will say, you've come to the wrong hospital. No? А доктор скажет, вы пришли не в ту больницу, You should be in mental hospital. надо бы вам в дом сумасшедших. But really, that is our only problem in life. Но в действительности это и есть единственная наша проблема в жизни. Now our heart's so much full of material desires, misconception, Сейчас наше сердце переполнено материальными желаниями, неправильными концепциями, lust, greed, вожделением, жадностью, anger, злостью, enviousness, завистью, illusion, иллюзией, madness. сумасшествием. What to do, what not to do, we have no idea. Что делать, а чего не делать, мы понятия не имеем. So how to clean the heart? И как же очистить сердце? Actually, no one's suffering in Russia because of lack of food. No one. На самом деле в России никто не страдает от недостатка еды. Никто. Everyone's suffering because of dirty heart, contaminated heart. Все страдают только лишь от того, что у них грязные сердца, оскверненные сердца. Therefore, they feel so much. Always, they have everything but not happy. И поэтому у них все есть, но они несчастливы. Even they want to stop bad activity, they cannot. И даже если они хотят остановить плохие поступки, действия свои, они не могут. Okay, so what is the medicine? И каково лекарство? Vedas give this. Just hear about Krishna. И Веда дает это лекарство. Просто слушайте о Кришне. Nibrittita she upiniyamana. That is given by the doctor. Оно дается доктором. Sadhu Vaidya. Spiritual master like doctor. Духовный учитель подобен доктору. Real doctor never give which will increase something which will increase our disease. Настоящий доктор никогда не даст вам лекарство, которое возрастит вашу болезнь. No, Sasha goes to the doctor. Например,
например, Саша пошел к доктору. I have diabetes. У меня диабет. Oh, you cannot have any more sweet things. No. Нет, вам больше нельзя есть ничего сладкого, говорит доктор. No more chocolate. Больше никаких What шоколадов. else? No more gushonka. Больше никакой сгущенки. Finish everything. Совсем покончено. And Sasha, this is terrible, Sasha says. И Саша говорит, это ужасно. I give you 500 more rubles, you let me take this thing and also become cured. Давайте я вам приплачу 500 рублей, и вы мне разрешите все это есть. No. So greedy person who is greedy may agree. Okay. Но и жадный доктор может согласиться. Ну, давай. But the real doctor will not agree. Но настоящий доктор никогда на такое не With the пойдет. medicine also comes some restrictions. Если вместе с лекарством приходят какие-то запреты. So this line of doctors, Sadhu Vaidya, they are fully detached. И вот эта линия докторов Саду Вайде, они полностью не привязаны. Tadase means taste, desire. Тараса значит желание, вкус. Nibritti tadase upagiya manas, bhavaso dishrota manobiramat. Topics of Krishna automatically give detachment. Рассказы о Кришне естественным образом дают нам непривязанность. Detachment means what? Что значит непривязанность? If someone eating kartoshka whole life, Если кто-то всю жизнь ест картошку and he finds a chocolate bar, и затем находит плитку шоколада, when he takes that chocolate, he never feel like taking kartoshka again. если он попробует эту шоколадку, ему больше никогда не захочется есть картошку. Someone says, Sasha, what happened? All the whole life you're eating potato, now you don't want potato? How you became detached from potato? И кто-нибудь скажет, Саша, ты что, ты же всю жизнь ел картошку, а сейчас ты не хочешь картошку, ты должен есть ее. What's the secret? Каков секрет? He found something higher. No? Потому что он нашел что-то возвышеннее, лучше. We call detachment, but it really means attachment to something else. Мы называем это непривязанность, но на самом деле, в действительности, это означает привязанность к чему-то другому. Krishna describes in Bhagavat Gita. Кришна описывает в Бхагавад-гите. Attaining a higher taste automatically gives up the lower thing. Когда мы достигаем более возвышенный вкус, мы естественным образом оставляем более низкий вкус к более низкому. Nabriti taraseo pagiyamanas. So the Guru Parampara, the devotees, they have automatic detachment from this world. И поэтому гуру, парампара, преданные, они развивают в нас непривязанность к этому миру. But not dry detachment. Но No. не сухую That непривязанность. attachment full of nectar, full of affection, full of love for Krishna. Эта непривязанность, она полна нектара, полна любви к Кришне. Twakta tunam ashesha mandala patishranam sadatu chavat bhutva adina ganesako kuruna kopinna kantasvito gopi babra samrahabdila hari kalola magnomaho bande rup shanatano riguyugo sujiva gopalago. I give pranam to the 6 Goswamis. Я кланяюсь перед 6 Госвами. They gave up everything. Они оставили все. So much wealth, so much position. Столько богатства, такое положение. How possible? Как это возможно? Became so much attached to Krishna. Потому что они стали очень привязаны к Кришне. So attachment to Krishna automatically gives detachment from everything. Привязанность к Кришне автоматически дает непривязанность ко всему остальному. Okay. What's your name, mother, in the glasses? Как вас зовут? Marina. If I say to you, take air out of a bucket, is it possible? Марина, если я вам скажу, уберите весь воздух из ведра, это возможно? No, it's not. Only possible if Воздух. Извлеките весь воздух из ведра. Someone gives her a hint that you should put it with water. you put water in the bucket, all air running away. Если вы нальете в это ведро воды, то весь воздух сам уйдет. So you fill yourself with topics of Krishna, attachment to Krishna, all other attachment run away also. Если вы наполните себя рассказами о Кришне, все остальные привязанности сами уйдут. So people fear attachment to Krishna. They fear. Люди очень боятся привязанности к Кришне. They fear topics of Krishna. Они боятся темы о Кришне. Why? Because we only have material experience. Потому что у нас есть только лишь материальный опыт. Material experience means you attach to something, you suffer. Материальный опыт говорит нам о том, что если вы к чему-то привязаны, то вы страдаете. So ordinary person fears this also. И поэтому люди очень боятся этого. Now, he used material experience to try and understand attachment to Krishna. Они используют свой материальный опыт, чтобы понять, каково это быть привязанным
привязанным к Кришне. But attachment to Krishna never gives pain and suffering, never. Но привязанность к Кришне никогда не дает боли и страданий. Никогда. Tabakatamritam tapta jivanam. Topics of Krishna give nectar, happiness. Темы о Кришне дают нектар счастья. Okay, so don't fear that also. Поэтому не нужно этого бояться. That is one reason people don't accept the form of God also. Это одна из причин, почему люди не принимают форму Господа. They do not accept the personality of God. Они не принимают то, что Бог является личностью. They fear. Они боятся. Oh, form means attachment. Attachment means suffering. So formlessness means freedom from suffering. Форма значит привязанность, привязанность значит страдание, поэтому бесформенность Бога значит мы освобождены от страдания. But attachment to Krishna is never like that. Но привязанность к Кришне совершенно не такая. Because Krishna full of ananda, happiness, Потому что Кришна полон ананды, full of счастья, knowledge, полон знания. satyam shivam sundaram, eternal, full of auspiciousness and full of sweetness. Он вечен, полон всего благого и полон сладости. So attachment to Krishna gives eternal happiness. И поэтому привязанность к Кришне дает вечное счастье. So this topics of Krishna, bhav, no? Bhav aushadi shot. Aushadi means medicine. Ушради значит лекарство. Bhav means birth and death. Бхав значит рождение и смерть. What is the medicine for birth and death? И каково лекарство от рождения и смерти? Topics of Krishna. Это темы о Кришне. But this medicine very sweet. Но это лекарство очень сладостное. Not like other Сладкое. medicine. Не такое, как другие This лекарства. medicine very sweet. Оно очень сладкое. Who is that person who gives up hearing topics of Krishna? Что это за человек, который оставляет слушание о Кришне? Only that person who is a butcher, Только лишь человек, подобный мяснику, who kill their own soul, kill themselves. который убивает свою собственную душу. So, we want to hear, I will tell you today one little pastime of Krishna. Если хотите, я расскажу вам немного сегодня о Лил Кришне. Okay. Here's many, this Bhagavatam full, beginning to end. No? Бхагаватам полна от начала до конца тема Кришны. Okay, so if people don't understand you, please come again tomorrow night. Если вы не поймете что-то, пожалуйста, приходите завтра вечером снова. This is PhD topics. No? Это темы самого высшего уровня. Right? And we are primary school students. No? А мы ученики самых начальных классов. Some people don't even believe there is a God. Некоторые люди даже не верят в то, что Бог вообще существует. And if people believe in God, they have no idea that He's a person. А если они в Него и верят, то у них нет понятия, что Он является личностью. They cannot even imagine He has a body, Они не могут даже представить, что у Него может быть тело, a spiritual body. духовное тело. They cannot even imagine. Они не могут даже этого What to представить. speak of doing activities? Что уж говорить о том, что Он может чем-то заниматься. If people think God is doing something, what they think He's doing, oh, He's giving us many things in this world to enjoy. People think like that. No? Если люди не могут предположить, что Господь чем-то занимается, что все, что они могут предположить, это то, что Он просто дает нам что-то, чем мы можем наслаждаться в этом мире. Okay. What past they think, what's God doing? Creating the world. Why? So we can enjoy it. People think like this. No? Чем Господь занимается? Он создает этот мир. Зачем? Чтобы мы могли им наслаждаться. Вот так они рассуждают. But in one sense, He have nothing to do with the creation also. Но в каком-то смысле ему совершенно незачем вообще, у него нет ничего общего с этим творением. In Bhagavad Gita, Krishna so much described His glories. В Бхагавад-гите настолько сильно описана его слава. Because God not describe Himself, who will? No? Потому что если Господь сам не опишет себя, то кто же это сделает? Then Krishna says, Arjuna, what is the need of all this detailed knowledge? И он говорит, Господь говорит Арджуне, зачем же нужны все эти знания, все детали? Understand, by a tiny portion of myself, I maintain the entire creation. Если ты поймешь хотя бы небольшую частичку меня, то ты then you will be. Krishna says, understand, by a tiny piece of myself, I maintain the entire creation. Просто понимая небольшую частичку самого себя, я поддерживаю все творение. Means Krishna have nothing much to do with the creation anyway. Это значит, что у Кришны совершенно нет ничего общего с этим творением в любом He случае. expands Himself, you do that. Он просто распространяет себя в одну из форм и говорит, ладно, займись этим сам. And He enjoys His own pastimes. А сам он наслаждается своими лилами. No. What is Bill Gates doing? Чем занимается Билл Гейтс? What is Mr. Putin doing? Чем занимается мистер Путин? Shoveling the snow in Red Square? Они что, на Красной площади снег раскидывают? No, he is enjoying. Они наслаждаются. King means enjoyer.
Царь значит наслаждающийся. Controller means enjoyer. Контролирующий значит So what's Krishna наслаждающийся. doing? Чем занимается Кришна? Enjoying. Наслаждается. So how is he enjoying what he's enjoying? You have to hear this, no? Но как он наслаждается? Чем наслаждается? Нужно слушать об этом. See, I'm not controller, no? Видите, я не контролирую. Cannot even control mic. Я даже не могу микрофон контролировать. This is proof individual soul never the enjoyer. Это Okay. доказательство, что индивидуальная душа никогда не наслаждается. So we're going to hear something tonight from Bhagavatam. No? Мы послушаем что-то из Бхагаватам сегодня вечером. Okay. This describes what the Supreme Lord doing in the spiritual world. Бхагаватам описывается, чем занимается Верховный Господь в духовном мире. When someone said that to me, what's God doing? If you don't know, you have to read Bhagavatam. Я помню, однажды мне сказали, спросили, если ты не знаешь, чем занимается Господь, то читай Бхагаватам. I remember that. I went, that is impossible. How anyone could know that? Я помню, когда я это услышала, я подумала, это невозможно. Как кто-то может знать о том, чем занимается Бог? But that knowledge available in the Vedas also. Но это знание доступно в Ведах We также. cannot say no scripture describes that. We cannot say that. Мы не можем говорить так, что никакие писания не описывают этого. We have not read all scriptures, no? Мы не читали всех писаний. So, Dasyam stadvinam loka atmano bhrittavatsyatam brajasyo vahavai hasham bhagavan balachastita. So, Krishna come from the spiritual world here. Кришна приходит из духовного мира сюда. Why? So the whole world can understand him. Зачем? Чтобы весь мир смог его понять. And Krishna is showing how much he controlled by his devotees. И Кришна также показывает, насколько его преданные контролируют его. How everything Krishna does is to increase the happiness of the devotees. И он также приходит показать, что все, что он делает, это лишь для того, чтобы увеличить счастье преданных. Even though he is the supreme controller, the supreme enjoyer, his enjoyment is giving happiness to the devotees. Несмотря на то, что он верховный контролирующий, верховный наслаждающийся, его счастье доставляет счастье его преданным. And how he is controlled. И как его контролируют. Because God means everything. Потому что Господь значит все. Impossible opposites reconciled only in him. Все невозможные противоречия могут быть приведены в соответствие только внутри него. Vudu dharma asraya. Impossible things possible in him. Все невозможные вещи становятся Understand? возможными в нем. Try and understand. Постарайтесь понять. God is bigger than the biggest. Господь больше самого большого. Right? Так? What's her name? Как вас зовут? Яна. Believe in God? Вы верите в Бога? He's bigger than the biggest, right? Он больше, чем самое большое, так? But he also must be smaller than the smallest. Но он также должен быть меньше, чем самое маленькое. How can someone be bigger than the biggest and smaller than the smallest? Как кто-то может быть больше самого большого и меньше самого маленького? It's impossible, Это right? невозможно, You're так? either this or you're that. Либо одно, либо другое. But Krishna is both things. Но Кришна это и то, и другое. Krishna is inside everything. Кришна внутри всего. Every atom he is fully present there as the super soul. Он присутствует в каждом атоме, как сверхдуша. But at the same time, he also completely separate from the creation also. Но в то же самое время он абсолютно отделен от всего творения. How can Krishna be inside everything and also separate at the same time? Как Кришна может быть внутри всего и каждого и в то же самое время вне этого всего? How possible? Как возможно это все? In him is possible. В нем это возможно. Therefore, he is the absolute truth, Поэтому он абсолютная истина. but he lies. Но он врет. I like that. Вот такое. He have nothing to do, Ему нечем заняться, but he performs activities. но он совершает деяния. He is the supreme controller, Он верховный контролирующий, but he is also the supreme controlled. но также он верховный контролируемый. He is the controller, he is also controlled. То есть он контролирующий, а также он If he is контролируемый. not both things, he cannot be God. Если бы он не был обоими, то он не был бы Богом. So, really, everyone, what? How God could be controlled? What controls him? Все могут задать вопрос, как Господь, как кто-то может контролировать Господа? It's too much interesting here. И это очень интересно. Someone can control God, that person becomes God. Если кто-то контролирует Бога, то этот человек становится Богом. Because God means the supreme controller. Потому что Господь значит верховный контролирующий. But unless he is also able to be controlled fully, then he cannot be God. Но также, если его невозможно было бы полностью контролировать, он бы не был бы Богом. He is complete whole, Он полное целое, self-satisfied,
самоудовлетворен. no unfulfilled desires. У него нет неудовлетворенных желаний. But he also must have hunger, thirst, Но у него в то же самое время должно быть жажда, голод, otherwise he cannot be God. иначе он бы не был бы Богом. So all these impossible things possible in Krishna. Все невозможные вещи, противоречия, возможны в нем. Okay, anyway, maybe no one understands. Возможно, никто этого не I понимает. also no understand. Я тоже не Even you понимаю. speak, become confused. Потому что когда бы я об этом не рассказывал, я сам запутываюсь. But that is the absolute truth. Но это и абсолютная истина. He depends on no one except himself. He depends on no one except himself. Он не зависит ни от кого, кроме самого себя. Self-manifest, Он самопроявленный, self-satisfied. самоудовлетворенный. But also without the devotee, he never happy Но also. также без преданных он никогда не может быть счастливым. Both things are there in Krishna. И то, и другое присутствует в You Кришне. cannot just take half. Мы не можем принять только половину. You have to take both things. Нужно принять и то, и другое. Okay? Perfection, imperfection. Совершенство и несовершенство. Controller, controlled. Контролирующий и контролируемый. Smaller than the smaller, bigger than the biggest. Меньше самого маленького и больше, чем He самого has no большого. birth. У него нет рождения. He is the mother and father of everyone. Но потому что он является отцом и матерью всего. But he also comes from the womb of Mother Yasoda. Но также он приходит из лона мамы Ишоды. Okay, now everyone's completely bewildered, right? Итак, сейчас все уже сбиты с толку, да? That is Krishna's pastimes. Но это лила Кришны. Where intelligence finish, Krishna starts from there. Когда мы покончим со своим разумом, Кришна начнет. So when all material understanding is exhausted, understanding of Krishna's pastimes begin from there. Когда мы уже устаем от любого материального мышления, тогда мы можем начать понять игры Кришны. It cannot be understood by logic, Его невозможно понять логикой, material intelligence, материальным разумом, high birth, возвышенным рождением, wealth, богатством, so-called piety. так называемый благочестие. He is understood only by devotion. Его можно понять только преданностью, Okay. Love. любовью. Do you love anyone? Вы любите кого-то? Who do you love? Кого вы любите? Many people. Mother and father? Маму и папу? Mother is alive? Мать жива? How much money you have in the bank? Сколько у вас денег в банке хранится? На карточке. Nothing. How much? Tell me. Сколько? Ну скажите. 10,000? 10 тысяч. Сколько? 5,000? 500? 5500 рублей. Okay, so we'll give you 5,000. Хорошо, мы вам дадим 500. That's all you have. Все, что у вас есть. 500 рублей. Imagine if a phone came tonight. Представьте, если бы сегодня вам позвонили. Your mother needs an operation, we need money now. Ваша мама нуждается в операции. Нам нужны все ваши деньги сейчас. What would you do with that 5,000 rubles? Что бы вы сделали с этими 500 рублями? I will give them. And if I ask, give me 5,000, would you give? А если я вас попрошу, дайте мне 500 рублей, вы бы дали? No, don't lie, I know you wouldn't. Вы бы не дали. In the metro, many bombers come, give me money, you don't give them 5,000 rubles. В метро многие бомжи просят, дай мне денег, но вы не даете им 500 рублей. Why you give to your mother and not to some other person? Но почему вы даете вашей маме, а не кому-то другому? Love, right? Потому что есть любовь, да? So where there's love, there's service. И поэтому, если есть любовь, значит есть There's служение. no such thing as love without service. Нет такого понятия, как любовь без служения. So Krishna can be controlled by loving service. Поэтому Кришну можно контролировать любовным служением. Nothing else can control him. Ничто больше не может Even in this контролировать. world, you see people controlled by love. Вы видите, что людей контролирует любовь. Love of country. Любовь к стране. The hero sacrifices himself. А герои жертвуют самими собой ради He страны. goes on the German tank. Он Matushka бросается Россия. на немецкий танк «Матушка Россия». He gives his life. Why he loved his country? He gave his life. Он отдает свою жизнь. Почему? Потому что он любит свою страну. He serves. Он служит ей. No. Man can give his life for his wife or children. Мужчина может отдать свою жизнь за свою жену или детей. But these are material examples. Но это материальные примеры. So imagine love of God. No? Так представьте, какова любовь к Богу. Also, Krishna become controlled by that. Даже Кришна может стать контролируемым этой любовью. You cannot say he cannot, Мы не можем сказать, что он не может, because he is independent. потому что он независим. If he chooses to become controlled, no one can stop him.
Если он сам выбирает быть контролируемым, никто не может его остановить. Someone one time gave argument. Кто-то How может- the finite can control the infinite. Кто-то может привести аргумент, как что-то маленькое может освещать что-то большое. Then Srila Sridhar Maharaj answered, И Шрила Шридар Махарадж отвечал, unless he can do so, he is not infinite. пока он... Sorry. Unless God can be controlled, he is not the infinite. До тех пор, пока Господь не может быть контролируемым, Он не может быть самым большим. Infinite means can do anything. Бесконечное означает, может делать все, что угодно. So if he chooses to be controlled, no one can stop him also. И поэтому, если Он сам выбирает быть контролируемым, никто не может его остановить. Right, Venugopal Paru? Да, Венугопал Прабху? Let's hear it. Da, Давайте connection. Da. услышим от вас. Да, конечно. Да, конечно. Okay. I'll tell you one story. Я расскажу вам одну историю. Actually, it was Second World War. На самом деле, это Yes. была Вторая мировая война, да. So some Russian general, he went to England Один русский генерал поехал в Англию, because he needed English tanks, guns. потому He что needed. ему нужны были английские танки, оружие. So he went to meet Winston Churchill. И он поехал встретиться с Уинстоном Черчиллем. Sorry. Winston Churchill. Okay. So he went. The secretary said, "Please just sit here, wait here. И его секретарь сказал, просто посидите немного, подождите здесь. 10 minutes, 20 minutes. 20 минут. What's going on?" Что происходит? So he went to look. What's Winston Churchill doing? И он пошел посмотреть на скважину, чем занимается Уинстон Черчилль. True story. Это правдивая He история. saw Winston Churchill in his office, И он увидел Уинстона Черчилля в своем and офисе. grandson was on his back, А его внук сидел у него на спине riding him like horse. и катался на нем, как на лошадке. Like Bishop. Faster, faster. И говорил, быстрее, быстрее. So this material example, but still, Это материальный пример. но Winston Churchill so powerful, so famous, so much. Уинстон Черчилль такой могущественный, такой знаменитый, такой сильный. But for love and affection, he became like that. Но из-за любви к своему сыну он становится вот таким. Because love never see position, love never see power, love Потому never что see любовь this. никогда не смотрит на положение, никогда не смотрит на силу, никогда. So when devotees have love, they don't care who is Krishna, what is Krishna. Поэтому, когда у преданных есть любовь, им все равно, кто такой Кришна, что Only такое they love Кришна. him. Они просто любят его. And Krishna becomes like Winston Churchill. И Кришна становится вот как этот Уинстон Черчилль. Means for the devotee, he becomes like that. Для преданных он становится таким. What you want, I am that. Чем бы ты ни хотел, чтобы я был, я этим и буду. He give up his independence. Он оставляет свою He give независимость. up his position Он оставляет свое положение. just to fulfill the desire of the devotee. Просто чтобы удовлетворить желание преданного. Understand, Matushka? Матушка, понимаете? Вы. Understand, mother? Понимаете? Of course not. Конечно нет. This is inconceivable. Потому что это непостижимо. No one ever heard this thing. Никто никогда ничего подобного не слышал. It's only in this book. Это только вот в этой книге It's содержится. nowhere else. Больше нигде. That's why unless you read this book, your life is useless. Поэтому, если вы не прочитаете эту книгу, вся ваша жизнь бесполезна. Like a tree without fruit, no benefit. Как, например, дерево без плодов. В нем нет пользы. So Nagama Kalpataro Galatam Phalam Sukha Mukad Amrita Dravita. All the Vedas like a tree. Веды подобны дереву. But this Bhagavatam like the fruit. Но Бхагаватам подобно плоду. Okay, so try to hear. Постарайтесь слушать. Maybe not understand. Возможно, вы не поймете. Come again. Но приходите снова. Srinvatam, Srinvatam. Hear again and again. Слушайте снова и снова. I want to understand Я хочу понять, how this is. как это. Krishna will help you if you have greed to hear, Кришна поможет вам, если у вас есть жажда слушать, desire. желание. If you desire to understand, he will help you understand. Если у вас будет желание понять, то он поможет вам понять. So, the gopis say to Krishna, Гопи говорят Кришне. here, Gopi bi subito nityad bhagavan balavad kochit. Oh Krishna, you want a laddu? Кришна, хочешь ладу? What's laddu in Russian? Конфетку. Confet. You want? Хочешь конфетку? You'll have to dance. Придется потанцевать. If you dance Krishna, I'll give you half of one. Если потанцуешь, я тебе дам половинку. And Krishna dancing. И Кришна танцует. He's only 2 or 3. Ему 2 или 3 года. No clothes. У него нет одежды, So на нем нет everything одежды. shaking.
все вот так трясется. And Gopi is so much laughing, so much. Гопи хлопают, они We're so happy watching. смеются и хлопают. Они No, when очень Krishna- счастливы. Every time you dance, we'll give you one laddu. И они говорят, каждый раз, когда будешь танцевать, мы дадим тебе по конфетке. And Krishna says, I know you will cheat me. А Кришна говорит, я знаю, вы меня обманете. I'm baby, I cannot count. Я же маленький, я не могу считать. How I know how many laddus I get? Как я узнаю, сколько конфеток я уже получил? 1, 2, 3, we know this, but baby don't know. 1, 2, 3 мы это знаем, а ребенок нет. So gopis, with some cow dung, they put dots here to decorate him. И гопи, они коровьим навозом украшают лоб Кришны. So after he can exchange dots for laddus. И потом он может количество точек обменять на количество конфет. So he acting like a bewildered person, И он ведет себя как человек, который в замешательстве. but at the same time he's full of knowledge. Но в то же самое время он остается в полном знании. Therefore, omniscience and bewilderment also must be in him together. И поэтому полное понимание и то, что он сбит с толку, полностью присутствует в нем. Understand? Понимаете? Omniscience must be always in him. He's God. Полное понимание всего должно быть в нем, потому что он Господь. But bewilderment must also be in him. Но и то, что он сбивается с толку, тоже должно быть в нем. So Krishna dancing and gopis so much laughing, Когда clapping. Кришна танцует, и гопи очень смеются и хлопают в ладоши. Sometimes the gopis would sing. Oh, Krishna, you also sing. Иногда гопи поют и говорят Кришне, ты тоже пой. Although he's the supreme personality of Godhead, Несмотря на то, что он верховная личность Бога, he would smile and dance to make the gopis happy. он улыбается и танцует для того, чтобы сделать счастливыми гопи. Sometimes Krishna would also sing very loudly. И также иногда Кришна порой поет очень громко. Tad vaso durad yantravat. Vas means controlled. Вас означает контролируемый. No, remember Ishvaram. Помните, Ишварам, Vara means the supreme controller. Вара означает верховный контролирующий. So in India, God is known as Ishvaram, В Индии Бог известен как Ишварам, the supreme controller. верховный контролирующий. But Tad vaso dura yantravat. But here Krishna controlled. Но здесь контролирует Кришну. Yantravat means puppet. А антрават означает кукла, как-то марионетка. Marionetka. No. Krishna is the ultimate marionetka. He makes everyone dance. Кришна это изначальная марионетка, он всех заставляет танцевать. The devotee make him dance also. Но преданные заставляют танцевать его. So sometimes the gopi will say, "Bring this for me, bring that for me," and Krishna brings. Иногда гопи говорят ему, принеси мне это, принеси мне то, и Кришна делает. Okay. The gopis would say, "Oh, lift this, bring this in," but Krishna could not lift because only 2 years old. Иногда гопи говорят, подними это, принеси мне. Но Кришна не может поднять что-то, потому что оно слишком тяжелое. Then gopis say, "Oh, Krishna, you are very weak." И тогда гопи говорят, о, Кришна, ты очень слабый. Then Krishna would do this. А Кришна показывает вот так. No, I am very strong. Нет, я очень сильный. And everyone would laugh so И much. все очень смеются. So, this all happened in Vrindavan. Все это происходит во Вриндаване. That's the place where Krishna appeared 5,200 years ago. Это то место, где Кришна явился 5200 лет назад. Okay, so the devotees from Vrindavan sometimes would go to the city, Mathura. А преданные Вриндавана иногда отправляются в город Мадхуру. And there was one babushka there, А там есть была там одна бабушка, Prabhushka. Very old. очень старая Staraka. So, the старуха. ladies from Vrindavan, they would meet the old stari. Девушки Вриндавана, они встречались вот с этой старухой. And what would they talk about? И о чем Krishna. они говорили? О Кришне. Oh, you've never been to our village. О, вы никогда не были в нашей деревне? There is Krishna there, so sweet, so beautiful, Там есть Кришна, и он такой сладостный, такой so красивый, charming. настолько so handsome. очаровательный, настолько красив. If you see him one time, really your life is perfect. Если вы хотя бы раз увидите его в действительности, ваша жизнь будет совершенной. How more attractive than millions of cupids. Он более привлекательный, чем миллионы купидонов. So especially staris too much like little boys. No? И старики в особенности любят маленьких детей. This nature of babushkas. No? Это такая природа бабушек.
So this babushka always hearing. In Vrindavan is one Krishna, one boy. He's very sweet. Вот эта бабушка все время слушала. Во Вриндаване есть один мальчик, его зовут Кришна, и он очень сладкий. Really, you see him, your whole mind, your heart, everything he captures. That much attractive. В действительности, если ты его хоть раз увидишь, то твой ум, разум, все будет поймано им. Everyone wants a beautiful thing. Все хотят красивых вещей. No? If we said, okay, everyone, we give you free tickets to Hawaii, who wants to go? Если бы мы сейчас сказали, хорошо, мы раздаем 3 бесплатных билета на Гавайи, кто хочет поехать? Will anyone in Perm say, no, I like my Perm? Кто-нибудь в Перми скажет, нет, я люблю свою Пермь. No, everyone, yes, I want to go. No? Скажет, да, конечно, я хочу. Everyone like beauty, Все любят sweetness, красоту, сладость, affection, любовь. but we are looking in wrong place. No? Но мы ищем ее в неправильных местах. So this study, whole life looking in wrong place, then she hear Krishna. И вот эта старушка, она всю жизнь Старушка. искала не в тех местах, и теперь она услышала, о, Кришна. Is it natural to have greed for something excellent? You know? Это естественно иметь жажду к чему-то прекрасному, отличному. It's completely natural. Это абсолютно естественно. So greed into material things give misery and bondage. Но жажда до материальных вещей дает нам бедствие и связан с этим миром. But Krishna is the most beautiful, the most attractive. Но Кришна, он самый красивый, самый Kandar привлекательный. pakoti kamaniya vashesha sobam govinda mari purusham tamaham bhajami. I worship the original person, Govinda, Я поклоняюсь изначальной личности Говинде, who is more attractive than millions of cupids. который более привлекательный, чем миллионы купидонов. One name of Krishna, Madan Mohan. Одно из имен Кришны это Мадан Мохан. Madan means Cupid. Мадан означает купидон. But Krishna is so beautiful, he attracts millions of cupids towards him. That Но much. Кришна настолько привлекательна, что он привлекает миллионы купидонов. Attracted, Shamalata? Шималата уже привлеклась к Кришне? Don't lie. I Не don't ври. know. So, this old lady hearing about Krishna's name, form, qualities, so sweet, then she developed greed. I must one time see, I must see him. И вот эта старушка однажды услышала, развила в себе, слушала о имени, качествах и играх Кришны и решила, что однажды я обязательно должна увидеть его. So she, early one morning, she took her basket of fruits to Vrindavan. И однажды рано утром она взяла свою корзину с фруктами и понесла ее во Вриндаван. Because so much she hearing, so much she developed greed. Потому что она столько слышала о Кришне и очень развила жажду увидеться с ним. So she went to Vrindavan. Who will take my fruits? Who wants my mangoes? И она пришла в Вриндаван и начала кричать, кто возьмет у меня фрукты, кто хочет мои манго, Banan, бананы, mango, манго. kapusta. No, kapusta. So she going first day, but she cannot meet Krishna. Она пошла и в первый день искала, но не нашла Кришну, не смогла с ним встретиться. So she very sad. She went back home. Она была очень расстроена и вернулась домой. Next day she come again, На следующий день она вернулась, but again she cannot. но снова она не смогла встретиться с Кришной. Then she developed so much eagerness. И она развила такую жажду увидеть его. Gurudev would say, "Do or die, Гурдев говорил, сделай или умри, one-way ticket." только билет в один конец. So now she fully, I will never return home until I see him. I will И not она go. решила твердо, что я не вернусь домой, пока я не увижусь с Кришной. So she came again to Vrindavan. И она снова вернулась во Вриндаван. Our problem is we come for class, but still we have many material things back waiting for us. No? Наша проблема в том, что мы приходим на лекцию, но нас дома ждут столько материальных вещей, что мы... Да? After class is Facebook, После лекции у нас Facebook ждет. YouTube, business, wife, family, children. Жена, семья, дети. We're not hearing with full heart. Поэтому мы не слушаем с полным But this- вниманием сердца. This Starushka now, by hearing and always thinking of Krishna, all her material things finished. А сейчас эта старушка, благодаря слушанию о Кришне, все эти привязанности от нее ушли. So now one-way ticket. No? У нее был билет только в один конец. So she came again Vrindavan. И снова она пришла во Вриндаван. But she became so absorbed in Krishna. Но она так погрузилась в мысли о Кришне. Take banana, take mango. No. Она уже говорила совсем не такое. Не возьмите бананы, не возьмите манго. Take Krishna, Она take говорила, Govinda. возьмите Говинду. Oh возьмите Gopal, Кришну, hey Гопал. Giridhari, hey Madan Mohan, hey Sham Sundar, many names of Krishna she called him. Она назвала очень много имен Кришны.
And she called him with full attachment. И она взывала с полной привязанностью. So Krishna is not some stone also. И Кришна, он же не камень также. He's also full of prema, full of affection. Он тоже полон премы, полон привязанности. So Krishna heard her calling Кришна услышал, как она зовет его with so much attachment. с такой привязанностью. So Krishna at that time, his pastimes only like 2 or 3. А Кришне в это время было всего 2 или 3 года. How old are you? Сколько тебе лет? Still acting like 7-year-old. А ведешь себя, как будто бы тебе 7. So Krishna very small this time. Кришна был очень маленький в то время. No clothes, nothing. У него, он не носил одежды, ничего. Little fat, baby's little fat. Он немножко был полненький, как все дети. So you have 3 lines here on his neck, 3 lines on stomach. У него есть 3 линии на шее и 3 линии на животе. Mother has put some things here. No? Мать также вставит ему вот сюда. Yesterday we came from, where was it? Салават. Salavat. One woman had a new baby. Вчера мы вернулись из Салавата, и там женщина недавно родила ребенка. The baby had red spot here. И ребенку ставят сюда такую красную точку. I said, is that birthmark? Я спросил, это с рождения родимое пятно? She said, no, this is Salavat. Нет, она сказала, нет, это Салават. I mean, in Bashkiri culture, they're putting something here on the baby to protect the baby. No? Это значит, что в башкирской культуре матери, они действительно ставят сюда точку для того, чтобы защитить ребенка. Singagriva had when he was baby, but he forgot. You know? Симхагриву тоже ставили такую точку, но он забыл, потому что он был ребенком. Singagriva's mother thought, he's so ugly, nothing can save him. Нет, Симхагрива мама думала, не буду ставить, он такой уродливый, ничего ему уже не поможет. But this lady told me, I became really, oh yes, Krishna's mother doing the same. No? Но когда эта женщина сказала мне вот о том, почему она так делает, я подумал, о да, мама у Кришны делала So I точно have так red же. dot here. So mother doing also to baby. No? То есть мать также делает то же самое ребенку. Oh, no bad thing will happen to my child. Чтобы ничего плохого не случилось с моим ребенком. So Krishna just learning to walk. Кришна только учился ходить тогда. So that time is no money. No? В то время не было денег. Spare bank is not existing. Сбербанк еще не существовал. So people exchanging. Люди совершали покупки обменом. I give you Miss butter, you give me some rice. Like this. Я даю вам масло, а вы мне даете взамен какой-то рис. So Krishna watching. Hey, where you going? Куда вы уходите? Нам пора. We have to go. Why? Почему? Ехать далеко. Very far away. Starushka. They live very far away. Then you were half an hour more, no problem. Полчасика еще же не проблема. No problem. Last bus. Sleep in the snow. Ну, поспите в снегу. чё. So, Krishna, baby Krishna also watching. И маленький Кришна также смотрел. If I want fruit, I have to give something. Если я хочу фрукт от нее, то я должен ей что-то дать взамен. So there's one big pot of wheat there. И там была большая корзина, большой горшок пшеницы, пшена. Baby Krishna taking some wheat in his hand. И Кришна взял горсть пшеницы And he walking outside. и вышел наружу. But baby's fingers not so good. No? Но детки, они не могут хорошо держать All grain is falling out. No? зерна. И все эти зерна попадали из его ладоши. So, Sukadeva Goswami says, Шукадев Госвами говорит, Fal vikrayani tasya chutadanya churudvayam falur upariyaya duratne palabandam aparicha. When baby Krishna came, we're walking, this woman so much astonished. когда пришел этот маленький Кришна, эта женщина была очень ошеломлена. Struck. Она, Krishna's beauty fully strike her mind, heart, senses, everything. красота Кришны полностью завладела ее умом, чувствами и разумом. Okay. So she looked, especially Krishna have 2, 3 like this, grains like this. И она посмотрела, у Кришны осталось на ладошках всего 3-4 зернышка. I want fruit. I Я want хочу- mango. Я хочу манго, я хочу фрукты. Then this woman's heart fully melt. И сердце этой женщины полностью Before she have so much greed by hearing. В особенности она уже развила такую жажду So, благодаря first time слушанию. she's seeing face to face. И впервые она увидела его лицом к лицу. So she also very intelligent. И она также
также была очень разумной. Harinam Krishnanam Barose Madhu Jai Krishna Bhajan Se Kevala Chatur. Which, Krishna's name is very sweet. Имя Кришны очень сладостно. Who chants Krishna's name, Krishna gives intelligence. Тот, кто воспевает имя Кришны, Кришна сам одаряет его разумом. Bhagavat Gita Krsna says, В Бхагавад-гите Кришна говорит: Tesham Satati Yuktanam Bhajatam Pritipurvakam Yadami Buddhi Yogam Tam Yenamam Upayantite. To someone who always worships me with affection, I give them intelligence how they come to me. Тот, кто поклоняется мне с полной любовью и привязанностью, я сам даю ему разум, как достичь меня. First time hearing about Krishna? Вы впервые слушаете о Кришне или нет? Who brought you here? Кто вас сюда привел? That is super soul arrangement. Вас сюда привела сверхдуша. Someone want to know goal of life, Krishna also helped them. Те, кто хотят узнать цель жизни, Кришна им помогает. Krishna think how they can love me if they don't hear about me. So Krishna arranged all this. No? И Кришна думает, как они смогут полюбить меня, если они обо мне не услышат. И He он arranged устраивает Singha так, to что come. вы приходите и слушаете. Кришна так устроил, что вы пришли, и Симхагрива тут вот пел нам. He arranged for us to come. Он так устраивает, что мы приходим сюда. So Krishna give intelligence also. Кришна дает и разум тоже. So there's 4 relationships with Krishna. Есть 4 вида отношений с Кришной. What we see in this world is just a shadow. Все, что мы видим в этом мире, является лишь тенью того, что происходит в духовном мире. Servant, Служение, friend, друг, like mother and father, родительское отношение, как отец like beloved. и как возлюбленный. These 4 are eternal. И вот эти 4 вида отношений вечны. Why they're in this world? Почему они существуют в этом мире? Because this is the shadow of the original. No? Потому что этот мир является тенью Shadow also изначального have мира. 5 fingers. No? У тени тоже есть 5 пальцев. So these relations in this world, where they come from? И вот эти отношения в этом мире, откуда они пришли? In their pure form, they're there in the spiritual В world. своей чистой форме они пребывают там, в духовном мире. But in this world is mixed. Но в этом мире они смешиваются. Instead of being friend with Krishna, we're friend with some dura. Вместо того, чтобы быть другом Кришны, мы являемся другом какого-то дурака. Instead of becoming the mother and father of Krishna, we become mother and father of a bag of stool. Вместо того, чтобы быть матерью или отцом Кришны, мы становимся матерью или отцом мешка с испражнениями. Is that you, Vilasini? Велосни, это ты? Yes, it is. Да, это так и есть. Instead of embracing Krishna as our Вместо того, beloved, чтобы обнимать Кришну как своего возлюбленного, we have someone called husband or wife. мы обретаем кого-то, кого называем женой или мужем. So this lady, Starushka, she have eternal relation with Krishna as mother. Вот эта вот женщина, старушка, у нее отношения с Кришной как мать. Of course, this had nothing to do with the material body. Конечно, это не имеет ничего общего с этим материальным It's a телом. soul level. Это уже на уровне души. Вот So that можно woman понять. very intelligent. Эта женщина была очень разумной. Oh, so many fruits you want, Вот, ты хочешь столько фруктов, but you only have 1-2 grains. а у тебя в ладошках всего пара зернышек. That is not enough. Этого недостаточно. And also, baby is very greedy, no? Generally. Но ребенок обычно хочет очень много. So the woman said, if you sit on my lap and call me mother, then I'll give you. Otherwise, И you эта cannot старушка have. сказала, если ты сядешь мне на колени и назовешь меня матерью, тогда я тебе дам, мамой, тогда я тебе дам фрукты. Krishna also greedy for the fruits. Но Кришне очень хочется фрукта. But main thing, he wanted to fulfill the desire of devotee, of course. Но, конечно же, самое главное, он хочет удовлетворить желания преданных. But also Krishna is God, no? Но также Кришна это Бог. Have his own position also. У него есть свое собственное положение. We should not think he gives it up very easily. No? Мы не должны думать, что он оставляет свое положение слишком легко. So, Krishna looking around, И Кришна смотрит по сторонам, because in India, society is very regulated. No? потому что в индийском обществе вот эти правила очень урегулированы, очень строгие. I am the son of a prince. I am the son of Nanda Maharaj, the king. Я принц, я сын Нанды Махараджа, царя. It's true we're a cowherd king, but still king. Ну, царя пастухов, но все равно царя же. And this woman, who is she? I don't know. А эта женщина кто она, я не знаю. So Krishna feel a little fear also. И также Кришна немножко боится. What if someone sees me sitting in the lap of some woman I don't know?
А если кто-то увидит меня, что я сижу на коленях у женщины, которую я не знаю. No, mothers always tell their children, don't go. If any stranger gives you something, don't take, right? Матери же всегда говорят своим детям, если какой-то незнакомец вам что-то предлагает, не берите. So many things Krishna also thinking. No? Много чего думал Кришна. So he looking, no one watching. И он посмотрел, никто на него не смотрит, Then he sit on that lady's lap. и сел на колени этой женщины. Oh, my sweet mother. О, моя любимая мамочка. Oh, best mother. О, лучшая мама. Very kind mother. Ты очень добрая. 10-15 times he's saying, oh, mother. 10-15 раз он назвал ее мамой, мамой. Please give me some fruits. Give me Пожалуйста, some. дай мне какие-то, дай мне фрукты. Sometimes Gurudev would laugh. Krishna sit 1 second. Oh, mother, give fruits. Then he would stand up again. Гурудев смеялся, рассказывал, что Кришна садится на 1 секунду на колени матери, говорит, дай мне фрукты, и тут же убегает. I mean now, and this woman's heart completely melts. Сейчас сердце этой жизни полностью растаяло, этой женщины полностью растаяло. Because eternal relationship. Потому что это ее вечные отношения с In Кришной. this world, who is eternal relationship? В этом мире у кого есть вечные отношения? What's her name in red? Kokazavut? Как вас зовут? Мадулата. Think Sasha will be with there at the time of death for you? Вы думаете, в момент смерти Саша будет с вами? You'll take him with you next life? Вы заберете его с собой в следующую жизнь? So don't get too excited by this. No? Поэтому не слишком-то очаровывайтесь этим. It's like sticks in a flood. Отношения в этом мире похожи на палочки в реке. Stick come together. No, the river's so big, so strong. Sticks come together 1 second, the next minute separated. Течение реки такое большое, такое сильное, что палочки на какое-то мгновение соединяются, но потом тут же расходятся. Right? Так? What's her name? Madhulata. Мадулата. One stick embracing. I love you, Sasha. Какая-то палочка обнимает вас. Я люблю тебя, Саша. Next minute В separated. следующую секунду мы уже Time разлучены. is there. Time. Есть время. Time so powerful. Время очень могущественное. Father, son, Отец, сын, husband, wife, муж, жена, brother, brother, братья, friend to friend, друзья. enemy to enemy. It's also not permanent. Все это тоже не вечно. But with Krishna is eternal relationship. Но только с Кришной можно иметь вечные отношения. Okay. So when Krishna said, "Oh, mother," then she fully happy. И когда Кришна говорит, о, мама, то эта женщина чувствовала полное счастье. Krishna also accepted by that. No? Кришну можно принять и как сына. Snap. Fixed relationship. Это постоянные отношения, утвержденные отношения. No, so her heart completely melted. Ее сердце полностью растаяло. I mean, she got the gold medal. No? Это значит, что она получила золотую медаль. Relation with Krishna. Отношения с Кришной. That is eternal. That is the swarup of the soul. Это вечно, это сварупа души. That is never lost with this body. Она никогда не утрачивается с потерей тела. This feeling is the only wealth. No? Это чувство, это и наше единственное богатство. The only thing you take with you. Это единственное, что мы можем забрать с собой после So смерти. this mother, how much this starushka is happy. So И представьте, насколько была счастлива эта she старушка. gave all fruits to Krishna. И она отдала Кришне все фрукты. And Krishna, because stomach is like this, no, he's holding like this. Но у Кришны такой есть животик, поэтому он вот так держал. Mango, banana, Манго, бананы, pomegranate, papaya. гранаты, папайю. What else is there? Что там еще бывает? Many good things. Custard apple, Глава. guava, Гуава. many fruit. Then Много фруктов. Krishna went back to his house. И Кришна вернулся домой. Then mother, oh, Kanaya, where you got all these fruits? И мама его спросила, о, Каная, откуда ты взял все эти фрукты? Because Krishna giving everything to mother. Потому что Кришна все отдал маме. Then mother cut, and everyone asking, oh, I want because it's given by Krishna. И мать это все, мама Кришны все это разрезала на кусочки, потому что все просили по кусочку, потому что это принес сам Кришна. No matter how much Krishna ate, no matter how much distributed, that fruit never finished. И неважно, сколько съел сам Кришна, неважно, сколько они раздали всем остальным, эти фрукты не заканчивались. Then, oh, Krishna, where you got this fruit? Then Krishna was silent. He don't want to tell. И все спрашивали, Кришна, откуда ты взял эти фрукты? Кришна молчал, потому что он не хотел рассказывать. Because, what's it called? Stigma. Потому что ему было стыдно. So that woman's so happy. No? И эта женщина была так Even счастлива. she not daytime, nighttime, she forget everything. Она даже забыла, день был или ночь, она забыла обо всем. Just eyes closed, she remembering the form of baby Krishna, my son. Она просто закрывала глаза и помнила образ Кришны как своего сына.
She forget her home, she forget her children, she forget everything. Она забыла о своем доме, о своих детях, она забыла обо всем. Then someone's, hey, Starushka, you cannot sit here all night, you go home, you go home. Тогда кто-то начал ее трясти: старушка, ты не можешь здесь сидеть всю ночь, ты должна отправиться домой. Where she will go? She have no sense, no? Но куда ей идти? У нее нету никаких Krishna fully steal her mind. привязанностей. Кришна полностью похитил ее ум. Then she took her basket of fruits, И она взяла свою корзину из-под фруктов. and she filled this basket very heavy. No? И вдруг почувствовала, что эта корзина очень тяжелая. So she opened, Она, she looked inside. и она No? посмотрела, что там в корзине. Okay. Her basket was filled with so many types of jewels and gold. Ее корзина была переполнена различными драгоценными камнями и золотом. Because Krishna fills. Oh, I know, I only gave 2-3 grains, but she gave me so much, so Krishna filled her basket full of gold, jewels, pearls. Потому что Кришна чувствовал, я дал ей всего лишь пару зернышек, а она мне дала столько, поэтому я должен отплатить ей золотом и чем-то большим. Starushka, old woman, poor woman. А ведь эта старушка была старой и бедной. Fruit seller means like bombs. Bombjika, sorry. Торговка фруктами означает бомжиха. Who sells on the street? That person who have nothing. Те, кто торгует на улице, у этих людей ничего нет. That means she's very poor, Это значило, что она была очень бедной. especially in old age. Who will look after her? В особенности, когда она уже постарела, кто за ней So присматривал. Krishna many things thinking that he give, И Кришна подумал обо всем этом и решил ей дать это. but Krishna not give directly. Но Кришна не дает напрямую. He feels shy. Ему он стесняется. So much she gave me, Она дала мне столько. I cannot repay. Я не смогу ей So отплатить. Krishna not gave her directly face to И face, поэтому Кришна не дал ей все эти драгоценности напрямую, лицом к лицу. but he give afterwards. Но он дал ей после. But this woman saw all these jewels and gold. She became very angry. Но когда женщина увидела все это золото и драгоценности, она очень разозлилась. And she threw in the Yamuna. Она выбросила это все в Ямуну, в And реку. she don't care anything for that. Потому что She doesn't care anything for gold, jewels, Потому что wealth. ей совершенно было неинтересно ни золото, ни бриллианты, ничего. That means really she served Krishna for only Krishna's pleasure. She not want anything in И return. это значило, что действительно она служила Кришне только ради счастья Кришны, а не ради чего-то другого. Then where she went, scripture not saying. И куда она ушла, Писания не говорят. But Guru Maharaj said, someone like that, where else they go? Но Гуру Махарадж говорил, кто-то подобный ей, куда он еще может отправиться? Hey, Malchik, sit properly. Мальчик, сиди, как следует. What's his name? Stanus? Скандер. Искандер, Skander. Naughty boy. шаловливый мальчик. Yes, he is. Huh? Yes, he is. You have to hear nicely. Нужно слушать хорошо. So Guru Maharaj said, where she goes, scripture not described. Гуру Махарадж говорил, куда она отправилась, Писания не говорят. But where else will she go? Но куда еще ей отправиться? Okay. Marina, right? Where will you go when you die? Марина, куда вы отправитесь, когда умрете? What will you think of at the time of death? О чем вы будете думать в момент смерти? Бога. Who's, Бога. okay. Who's God? А кто Бог? Have to think of Krishna. Нужно думать о Кришне. Krishna. Try to hearing, you'll develop faith in this. No? Если вы будете слушать, вы разовьете веру в это. People believe in God but don't know who He is, what He is. Люди верят в Бога, но не знают, кто Он, что Он. But the human-like form of God described in all scriptures. Но форма Бога, подобная человеческой, описана во всех Писаниях. Bible says God made man in His own image. В Библии говорится, что Господь создал человека по своему образу и подобию. What does that mean? Что это значит? Marina? Марина, что That это means God значит? also have 2 hands, 2 Это legs, значит, что у Бога тоже есть 2 руки, 2 ноги, 2 eyes. 2 глаза. Human-like, Он подобен человеку. not human, Он не человек, human-like. но он подобен человеку. But His form is unlimited and transcendental. Но его образ, его форма бесконечна и трансцендентна. Quran also described. No? В Коране тоже описывается так. Allah made man as if looking in a mirror. Described. Аллах создал человека так, как если бы он смотрел в зеркало. This is nice description also. Это очень хорошее Because описание. mirror, reflection is exactly the same but completely opposite. Потому что отражение в зеркале, оно точно такое же, как мы, но в то же самое время противоположно. We have material bodies, material form. У нас
материальное тело. That means God have spiritual body, spiritual form. И это значит, что у Господа духовная форма, So where духовное she тело. went, И куда она where отправилась? else will she go? Куда ей еще идти? At the time of death, she thought of Krishna. В момент смерти она думала о Кришне. Etivasanka yogabyam swadharma paranista janma pumsam paro labhya ante narayana smriti. Perfection of philosophy, meditation and religion. Совершенство философии, медитации и религии. Perfection of pious activities. Совершенство благочестивой деятельности. Perfection of knowledge and meditation. Совершенство знания и медитации. Ante narayana smriti. At the time of death, remember Krishna, Narayana. В момент смерти помнить о Кришне, о Нараяне. So, where she went. И куда она пошла? When you think of the time of death, you go there. А то, о чем мы думаем в момент смерти, мы отправляемся туда. So whole life she thinking, no, Krishna is my son. So from now, Krishna is my son, Krishna is my son, Krishna is my son. At the time of death, Krishna is my son, Krishna is my son, Krishna is my son. Итак, с того момента всю жизнь она думала, Кришна это мой сын, Кришна это мой сын. И в момент смерти она тоже так же думала. So Krishna at that time gave her a spiritual body, И поэтому Кришна в момент смерти дал ей духовное тело. just like his own. Такое же, как у него самого. But a spiritual body perfectly according to her mood of service. Но он дал ей духовное тело, которое в совершенстве соответствует ее настроению и ее служению Кришне. As a mother of Krishna. Как мать Кришны. How much kind? Насколько он добр. Just for a mango, Krishna gave her all that. Просто за манго он отдал ей это. Anyway, so he's so much kind. Настолько он добр. So try to understand. Попытайтесь это понять. Also, maybe I'm a bit of a madman. Maybe these topics a bit of for madmen. Возможно, эти темы немножко for madmen. Only someone who's a little mad can understand this. Только, возможно, немножко сумасшедшие могут понять Maybe. эти темы. Who have some belief in God, they will understand it. Но те, у кого есть немного веры в Бога, есть вера в Бога, те смогут понять. But our material mind is very hard for us to fit everything. No? Наш материальный ум очень сложно вместить все это. Because we only have material experience. No? Потому что у нас есть только материальный опыт. But this is beyond material. No? А все это вне материального. One time there was a village frog, Однажды была деревенская лягушка. no? Living in one well. Она жила в одном колодце. One time one sea frog came. И однажды к ней пришла лягушка с моря. So village frog asked him, И эта деревенская лягушка спросила ее, how big is your pond? а насколько велик твой колодец? Look at mine. Посмотри, какой у меня большой. How big's yours? А у тебя насколько большой? So sea frog laughed. Come on. И эта морская лягушка засмеялась. How you understand the size of my pond? Как тебе понять размер моего пруда? It's much bigger than this. Он намного больше, чем твой. Then village frog goes, no, that's impossible. Деревенская лягушка говорит, это невозможно. More than me? Больше, чем мой? Is it twice as big? Он что, в 2 раза больше? And И она начала раздуваться. sea frog, come on, man. No? И эта морская лягушка, да ладно, ты Much чё? bigger than this. Намного больше, чем это. И она еще больше начала Is it раздуваться. 4 times bigger? Он что, 4 раза больше? Much bigger. Нет, намного больше. Then village frog, his heart burst. И тогда эта деревенская лягушка, ее сердце разорвалось от того, что она раздуваться. So we are like that. Material Мы вот такие experience, же. Это наш материальный опыт, material understanding, материальное понимание, material mind and intelligence. материальный ум и разум. We are in the world of Maya. Мы живем в мире майя. Maya means to measure. Майя означает измерять. Anything you can measure, that is called Maya, illusion. Все, что можно измерить, называется майя, иллюзия. How big is Perm? Насколько велика Перм? Maya. How tall is Singagriva? Насколько высок Симхагрива? Maya. How much money you have in the bank? Сколько у вас денег на карте? How many kilos Damodar Maharaj weighs? Сколько весит Дамодар Махарадж? This world, everything is Maya. В этом мире все майя. But what is beyond the measurement, Но that is что за пределами измерений, spiritual life. это духовная жизнь. Any questions? Есть какие-то вопросы? Any questions from the people? У вас есть вопросы? Yes, sir. What's your name? Как вас зовут? Okay. You look like a goat with Kazal. Okay. Видит ли Кришна сны? Your hairdresser must be your enemy. No?
Наверняка ваш парикмахер был вашим врагом, да? Keep going. Yes. Does Krishna see dreams? Of course. Why Да, not? конечно. Many times Krishna saw dreams. Очень много раз Кришна видел You сны. see dreams. Why can't God see dreams? Если вы видите сны, почему Бог не может видеть Can you do сны? something God cannot? Вы что, можете делать что-то, чего не может делать Бог? А он рассказывает кому-нибудь? Does he tell someone about Yes, his dreams? yes. Да, он рассказывает. One poet called Surdas. One who? Poet. Был один поэт, которого звали He Сурдас. completely blind. Он был полностью слеп. But he also loved Krishna like father, like this Но у man. него была к Кришне тоже такая родительская любовь, как отец. A famous poet, Он famous. был очень знаменитым поэтом. So end of his life. Now every day he'd go to see Krishna in Govardhan. One temple is there. Каждый день он ходил на Гавардхан в один храм, чтобы увидеться с Кришной. And they decorate the deity of Krishna. И также он украшал божество Кришны. No, like this world, we decorate our son, we decorate our wife. No? Также Why как not в этом decorate мире- Krishna? Так же, как в этом мире мы украшаем своих детей, свою жену, почему мы не можем украсить и Кришну? So Surdas was blind. Сурдас был слепым. So every morning he would go to see in the temple. He would see the deity. Oh, very beautifully you've decorated Krishna today. He would say. И каждый раз, когда он ходил в этот храм, чтобы увидеть Кришну, он понимал, очень красиво они украсили сегодня Кришну, Because he see by spiritual eyes, no? потому что он видел духовными глазами. Soul also have form, no? У души тоже Eyes, есть форма. nose, mouth. И нос, и уши, и глаза. So Surdas seeing by that vision, no? Поэтому Сурдас видел все это своим духовным зрением. But the priest not understand his level. His Но священник не понял его уровня духовного. how could a blind man see Krishna? No? Как слепец может увидеть Кришну? So they want to test him. И он хотел его проверить. So one morning they took off all Krishna's clothes, everything. Однажды утром я сниму с Кришны всю одежду, абсолютно всю. And Surdas came in the morning. И также утром пришел They Сурдас. asked Surdas, "Oh, Surdas, how Krishna looks this morning?" И этот священник спросил: «О, Сурдас, как Кришна выглядит сегодня?» Then Surdas made one poem. И Сурдас составил одну поэму. Today he looked the most attractive. Сегодня он выглядит самым привлекательным образом. No cloth covering his beauty. Никакая одежда не скрывает его So красоты. he sang that poem and just died right there. Left that body, left the body and just left straight. Он написал эту поэму и тут же оставил тело. So imagine how he is. Anyway, Представьте, насколько so he возвышен wrote он был. many poems about baby Krishna. Он написал очень много поэзии о маленьком Кришне. I mean, Krishna eternally youthful. Кришна вечно юн. But some devotee like baby form. Krishna showed that also. А некоторые преданным им нравится форма младенца, и поэтому Кришна проявляет и такую форму. Like we see her, we never think she is 10 or 15 or 50. Да, Always например, мы remember her смотрим as на нее, на Malchi. маленького ребенка, мы никогда не думаем о ней, что ей 15 лет или будет когда-нибудь 20 лет. Right? Так? Okay. So Surdas wrote many poems about baby Krishna. Many. Сурдас написал So очень nice, много so поэзии funny. о маленьком Кришне. You hear Очень really красиво. become so astonished. Если вы почитаете, вы будете поражены. So Mother Yasoda, she sings to Krishna every night, baby Krishna. Мама Ишода поет Кришне каждый раз перед сном. So she pushes his thing. Она как сказать, качает его на колыбели, Many songs she makes, и она поет очень много песен, like mother does for child. как матери поют своим детям. So many songs she sings. These things not even in scripture, but Mother Yasoda just singing by her own devotion. И она Don't say поет, that. Just, Mother Yasoda making her own songs like that. мама Ишода сочиняет свои собственные песни. Then Krishna again. Then she telling dream. She telling story to Krishna И рассказывает Кришне истории, because Krishna will not sleep. No? потому что иначе Кришна не уснет. Who has baby understand? No? Те, у кого есть дети, они поймут меня. Who has children? У кого дети есть. Sometimes baby not sleep easily, right? Иногда ребенку не так-то легко уснуть, так? So she telling stories to baby Krishna, some И она songs, some рассказывает kirtan. Истории маленькому Кришне, поют So какие-то Krishna песни. have many incarnations, no? У Кришны много инкарнаций. As Ram, as Он Nrsimha, приходил Vaman, как Рама, Нарисимхадев, Who else? Вамана. Varaha, Matsya, many Matsya. incarnations. Очень много воплощений. So Mother Yasoda telling stories of Ram. Мама Ишода рассказала ему историю о Раме. Who is Ram? That's Krishna, same А кто person. такой Рама? Это тот же Кришна, та же личность.
Oh Krishna, listen. О, Кришна, послушай. You know, very, Маленький мальчик. Да, да. One time there was one king. Однажды жил такой царь. His name was Dasarat. Его звали Дашаратха. Where he lived? А где он Krishna жил? asked him. You live in Ayodhya. Кришна спрашивает, где он жил? Мама говорит, он жил в Айодхе. Where is that? А где это? Don't worry, he lived there. Не переживай, он просто жил в Айодхе. So she's telling all Krishna's activities from last incarnation. И она рассказывает обо всех деяниях Кришны в его прошлой инкарнации. So baby Krishna listening to everything. А маленький Кришна слушает. Yes. He had 4 sons. У него было 4 сына. What were their names? А как их звали? Ram. Рама. Лакшман. Sing the song. Спойте Jaya песню. Bharata Satrugna Jai Hanuman. He had 4 sons. Итак, у него было 4 сына. Ram, Рама, Lakshman, Bharat, Satrugna. Бхарата и Шатругна. And many things Mother Yasoda telling. He did this, he did this, he did this. Мама Ишода ему рассказывала. Он He went to the сделал то, forest. сделал это. Он отправился в лес. There was one golden deer. И там был один золотой олень. Ram chased the deer to catch it. И Рама погнался за этим оленем, чтобы поймать. But while he was gone, one demon, Ravan, stole his wife Но пока его не было, один демон Равана украл его жену and took her far away. и забрал ее далеко. Then baby Krishna, Когда маленький Кришна sleeping. да, и засыпает. Then Mother Yasoda, then she, little, sometime little rocking. И мама Ишода немножко так поменьше уже Then начинает Krishna seeing dream. качать. И в это время Кришна видит сон. Because he's hearing the pastime. Из того, что он послушал об этих играх. Lakshman! Lakshman, bring my bow. Лакшман, принеси мой лук. That rascal has stolen my wife. Этот негодяй похитил мою жену. I will finish him. Я Like прикончу. very angry mood. So baby Krishna is shouting like that in dream. И вот во сне маленький Кришна кричит вот так. Then Krishna, in his meditation, Krishna remember all these moods of past Потому что в incarnations. своей медитации Кришна помнит все эти настроения своих прошлых воплощений. And Krishna is showing, I am that same incarnation. I am the Таким same. образом, Кришна показывает, я та же самая инкарнация, я тот же самый. But Mother Yasoda not understand. Но мама Ишода не может этого. He is God, she not think. Она не думает, что он Бог. She think, my son. Она думает, он мой сын. So she think Krishna had bad dream. И тогда мама Ишода думает, о, Кришна какие-то кошмары. So what is mother's weapon? И какое оружие у матери? Saliva. Слюна. Remember when you were a child? Помните, когда были Any cut, any scratch, mother? Мать сразу же вот так Who делает. remembers? Кто помнит? Everyone remembers. Все помнят. Even I remember my mother doing it. Даже я помню, моя мать так делала. Like this. So this have so much power. У этой слюны материнской очень большая сила. Baby Krishna, bring my bow. Where is that rascal? I will finish him. Итак, маленький Кришна кричит во сне, принеси мой лук, где этот негодяй, я его прикончу. So Mother Yasoda, Мама spit Ишода on him. плюет в него. Not like that. Не так. Like that. Mean that ghost go away from my son. My son seeing one bad dream, one ghost, that ghost should go away. Значение этого жеста таково, что на моего сына напало какое-то привидение, пусть оно уйдет. Like that. И вот она плюет. So Rupa Goswami writing, Рупа Госвами пишет, all glories to the of Mother Yasoda. вся слава плевку мамы Ишоды. Plivku. Why? Почему? She protecting even Krishna. Потому что она защищает самого Кришну. No? She also can protect us very easily. No? И поэтому она может защитить и нас очень легко. Means she have that position. Это значит, что у нее вот такое положение. God give her that position. Господь одарил ее таким So положением. she can give us anything also. Поэтому нам она может дать все, что угодно. So many dreams like that of baby Krishna. Many times. Очень много снов таких видел Кришна. Anything else? Что-нибудь еще? Вы говорите, что там есть все, что здесь, зависть тоже присутствует? You say that in spiritual world there is everything what we have here. Does envy also? Everything is there. Все там присутствует. But there is pure. Но оно все чистое. And then everything there for Krishna's satisfaction. Все, что там присутствует, все для удовлетворения Кришны. Right? Так? There is also violence, Там также есть жестокость, envy, зависть. but everything there is in its pure form. Но все там в чистой форме, в чистом проявлении. So it never gives distress. Оно никогда
никогда никого не расстраивает. It gives happiness. Оно дает лишь счастье. Okay? Like different groups of gopis. Как, например, разные группы. It seems like there's envy. They're fighting. Выглядит, как будто бы они друг другу But завидуют. Всё время all are fighting for ссорятся. Krishna's service. Но все они ссорятся только для счастья How to Кришны. give him more pleasure, Они more борются за служение Кришне. Как одарить его большим счастьем. no? Like Radharani. Как Радхарани. She is most beloved of Krishna. Она самая лучшая возлюбленная Кришны. When Krishna comes to her, Когда Кришна приходит к ней, then she turns her face. она отворачивается. Black fellow, Ты черный парень, черный. unreliable fellow, unreliable, untrustworthy, Ненадежно. Ты ненадежный парень, black fellow, ты черный. inside black, outside black. Ты черный изнутри и снаружи. And she won't look at him. И она не хотела смотреть на So него. when Krishna see that, how much happiness he feel inside. No? И когда Кришна видит это, сколько счастья он испытывает внутри. Whole world chasing me. Весь мир гонится за мной. But Radharani, А Радхарани от меня that give one отворачивается. happiness to Krishna. Но это дает один из видов счастья Кришне. So Chandravali hears this. Чандравли слышит это. This is called man, И это называется ман. like angry mood. No? Как ревнивый гнев. Of course, this world is no. This world, all anger is for own self, selfishness. No? В этом мире весь гнев, мы его используем для нас самих. Он эгоистичный. But her anger only for Krishna's Но happiness. ее гнев только для счастья Кришны. So Chandravali hears that. Oh, why Radharani doing like that? И Чандравли, когда услышала об этом, она подумала, почему How can she Радхарани love так делает? Krishna Как она может любить Кришну, doing like that to Krishna? вот так с ним обращаясь? Then Radharani is doing man. She has no love for Krishna. И она думает, Радхарани совершает ман, поэтому она не любит Кришну. And Radharani hearing the criticism. И Радхарани слышит эту критику. Oh, Chandravali don't know what is man. How can she serve Krishna? И она думает, Чандравли не знает, что такое ман, поэтому как она может служить Кришне? So they envy also, but that all for Krishna's pleasure. То есть там присутствует также и зависть, но все это только лишь для счастья Кришне. No. Hare Krishna. Anything else? Что-нибудь еще? There is all in pure form. Там присутствует все, но в чистой форме. Anything else from the people? Еще какие-то вопросы есть? Okay, please come tomorrow night. Пожалуйста, приходите завтра вечером. Marina, you going to come? Марина, придете? Подумай. We'll see. Come on, don't think too much. Да ладно, не думайте слишком. This is not for hearing, thinking. This is for hearing. Это не о том, чтобы думать, это о том, чтобы просто слушать. Hare Bol. Oh. You want this? Go Premanandi. Shalom. Наша песня называется «Кто такой Кришна?». Харе Кришна, Харе Кришна. Нет, подожди. Да. Нет. Харе Кришна, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Om